немножко выбился из колеи, вернулся, а тут такое, тут столько всего интересного. Ну, во-первых, очень интересно мне показалось выступление Саакашвили, где он сказал, ну что он сказал? Он сказал, в принципе, он правду сказал. Он честно сказал, сколько лет понадобится украинской экономике для того, чтобы выйти на уровень Януковича. 4% роста. Учитывая то, что МВФ предрекает 2% роста, во что я лично не верю, получается 40 лет, как для Моисея. И в этом ключе вот все время задаю один и тот же вопрос людям, которые до сих пор ставят на аватарки молодых людей, бросающих в сиреневую даль коктейли Молотова. А чего вы добились? Ну, если отсечь все маты, типа, а ты что, не понял, чего мы добились, то звучат какие-то эфемерные вещи. Там мы добились свободы, мы добились того, этого, ну, потрогать нельзя. И получается, как в том анекдоте, знаете, что Янукович был очень добрый человек. Разный, но добрый. Окружение было поганое, а он сам был просто добряком. И народ мог у него попросить: Виктор Федорович, пожалуйста, отдай Крым России. Умоляем тебя, Виктор Федорович, повысь коммунальный, только в разы, Виктор Федорович, пожалуйста. Заморозь пенсии, при этом урони гривни, убери социалку. Ну, в общем-то, он бы согласился, я думаю. Не надо было бы вот это вот все устраивать на Майдане, войну начинать. Ну, могли же просто попросить. А теперь к делу. Канал ICTV «Факты недели». Подчеркиваю, эта программа «Факты недели» называется. А вот это вот ее ведущая. Ну, а ті, хто поки потрібен, отримують мозкові кісточки. Так званий прокурор Криму Наталя Поклонська, більш відома як Няша, отримала від президента Путіна погони генерал-майора. Тобто чин радника юстиції Російської Федерації третього ступеня. Ну, фотографії дещо фривольні, але так в Криму виглядають генерал-майори. Руками саме цієї дівчини в анексованому Криму твориться чимало. Віджимаються цілі під... Ну и дальше рассказывает всякие страсти-мордасти. Обратите внимание, она подчеркивает сама. Говорит, фотографии несколько фривольные, но вот так вот в Крыму выглядят генералы. Для того, чтобы показать, как это сделано, возможно, ведущая «Факты ICTV» или же люди, которые готовят программу новостей, не знают, я продемонстрирую. Вот фоточка, которую продемонстрировала программа «Факты недели». «Факты недели» на ICTV. Вот эта фоточка. А вот фотография Поклонской. Очень известная фотография. Ничего не напоминает? Ну а сейчас я специально для ведущей вот этой вот Соколовой. Извините, фотографии несколько фривольные, но так на ICTV выглядят ведущие. Ну и чтобы уж совсем не скучно было, давайте мы еще и зацепим Кончиту украинскую. Это были факты с Анатолием Шарием. До следующих выпусков, друзья.